Дорогие друзья, в этой жизни, что бы ни случалось с человеком, человек должен быть сильным духом. Он должен быть стойким. И для того, чтобы остаться в памяти людей достойным, порядочным человеком, а это не так просто и не так легко, нужно преодолевать свою душевную боль. Иногда людям кажется, что они более других страдают. Каждый человек хочет славы, признания, каждый человек хочет получить что-то хорошее в этой жизни, но каждый ли заслуживает этого? На самом деле не каждый человек готов отдавать те жертвы, которые нужно отдавать, чтобы подняться в этой жизни. Все готовы подняться, только с помощью других, или чтобы это все было внезапно и просто так. А вот грызть эту жизнь зубами, идти вперед вопреки всему, сделать себя самого и поднять себя на определенный уровень и на определенную вершину, оставить свое имя в этой истории не так легко и не так просто. 90% населения Земли – это люди-наблюдатели. Лишь 10% люди созидатели и люди, которые создают что-то и оставляют после себя. Может быть, это и хорошо, с одной стороны, потому что не каждый человек должен и хочет стать общественным, известным. Но есть люди, в которых это стремление есть. И никак это не убьешь и ничего не сделаешь. Часто наблюдаешь за жизнью людей, которые известны, которые как-то выделились в этой жизни, нам кажется, что у них все легко и просто. Это на самом деле обман. Обманчивое чувство, и ничего просто так не дается в этой жизни. За все нужно платить. Все дается великими жертвами, упорством и трудностью. Однако все ли готовы к этому? Боюсь, что не все. А может и хорошо, что не все. На самом деле человек, личность не должен позволять себе озлобляться. Может быть, у меня более чем у кого-либо причин было озлобиться на эту жизнь, на этот мир, на людей. По неизвестным причинам, я думаю, что те зрители мои, которые знают меня давно, они понимают, о чем я говорю. Но я говорила всегда, что сильный человек никогда не сломается. И поверьте мне, что я даже без рук, без ног, я бы осталась той самой, которую вы знаете. И ничто бы меня не заставило стать озлобленным человеком. Человеком, который ненавидит весь мир и мстит всему миру только за то, что ей выпали какие-то испытания. Никогда. Я никогда себе этого не позволяла. Я во всем искала плюс. Даже в самых страшных бедствиях своей жизни я искала плюс. Я считала, что это мне урок. Урок для того, чтобы потом быть более умным, более осторожным, более счастливым. Не получился брак, значит, на примере неудачного брака следующий брак получится счастливым. И я не прогадала. Что-то случилось со здоровьем, значит, в следующий раз я буду более внимательна к себе, к своему здоровью, к своей жизни. Взамен на потерю, которую я испытала, боги подарили мне более весомые вещи, более вечные, нужные. Они компенсировали эту боль, эту потерю. И кто бы ни пытался
напоминая мне это все, как бы сломить якобы меня, он вызывал только смех у меня. Потому что такой человек, как я, поверьте мне, невозможно такой ерундой сломить такого человека, как я. Это нереально. Люди, которые мелковаты, люди, которые низкие духом, они будут пытаться вас сломить. Если вы хотите чего-то достичь в этой жизни, идти вперед, они будут пытаться вас тянуть обратно. Они будут акцентировать свои разговоры, свои насмешки именно на том, как им кажется, болючем месте, которое, по их мнению, они бы не пережили. Я вас уверяю, что любой из этих людей, попади в такую же ситуацию, просто не вышел бы из депрессии. Может быть, спился бы, может быть, я не знаю даже, что бы сделал. Любой из этих людей. Люди, которые пытаются сломить тебя, напоминая о твоей боли, это мелкие люди, мелкие несчастные люди. И с одной стороны, я даже понимаю, почему Вселенная им не дает таких испытаний. Потому что, я вам еще раз говорю, Вселенная дает такие нечеловеческие испытания сильному человеку, сильному духом человеку. Потому что знает, что он перенесет и останется человеком. Любой из подобных личностей, если они, конечно, личности, вот просто оказавшись на месте того человека, которого они пытаются якобы высмеять, просто выли бы день и ночь страшным воем. Никто из них не смог бы в таком состоянии создать семью, идти вперед, собрать вокруг себя общество, стать путеводителем для людей, своим оптимизмом, своей любовью к жизни, просто заразить людей и заставить жить. Наверное, я для того и родилась в этот мир, чтобы заставить людей жить. Жить, невзирая ни на что. Вот посмотрите на меня и не войте, и не ревите день и ночь. Радуйтесь, что у вас все хорошо, что все у вас прекрасно, что вам не пришлось ничем жертвовать. Хотя я не считаю, что я прошла страшные испытания. Есть люди, которые еще страшнее прошли. Есть люди, которые лишились крова, лишились родных. Есть люди, на глазах которых убивали и издевались над близкими людьми. Эти люди еще страшнее прошли, потому что когда ты испытываешь такие муки, ты можешь перетерпеть. Когда испытывает близкий человек, твой ребенок, твой любимый человек, я думаю, что это до сумасшествия больно, и эти люди уже до конца своих дней не будут счастливы, они не будут полноценно улыбаться. Поэтому этим людям повезло меньше. Я считаю, что каждый человек должен получить долю своих испытаний, остаться непоколебимым, сильным и идти вперед. Вы не имеете права на слабость. Вот вам дали срок жизни, вы пришли в этот мир. Будьте любезны. Вот от сих до сих прожить. Живите разумно. Подчиняйтесь разуму, уму. У вас есть возможность увидеть мудрость, у вас есть возможность подчерпнуть, у вас есть возможность, вам дает Вселенная, и никто из вас случайно не приходит на мой канал. Приходят самые тяжелые минуты вашей жизни, это вам о чем-то говорит, это вам не говорит о том, что некая сила вас подталкивает. Посмотри, что можно и в таком состоянии, вот пройдя такое, жить полноценно, быть ухоженным человеком, быть счастливым человеком, быть личностью. Поверьте мне, когда ты интересный человек, когда ты достойный человек, никто не обращает внимания на твои физические изъяны. Это последнее время, вот последнее уходит на последний план. А когда ты внутри недочеловек, когда ты внутри червь, ты можешь быть самым красивым, но ты останешься никем в этом мире, в этой истории. Очень многие писатели, очень многие артисты, очень многие знаменитые люди, очень многие талантливые, великие люди мира
на самом деле были с очень страшными изъянами. Но никто из нас про их изъяны не помнит. Помним их дело. Мы помним тот след, который они оставили, то наследие. Мы на их примере живем, мы воспитываем на примере великих, достойных людей своих детей. Разве не так? Поэтому я вам говорю и призываю, будьте сильными. Не позволяйте ничему в этой жизни вас сломить. Нет в этой жизни проблем, есть новые возможности. Здесь обманули ваше доверие. Значит, так было нужно. Значит, в следующий раз вы будете настолько умны, мудры и понятливы, настолько вы будете осторожны, чтобы больше такого не повторится. Любимый человек предал, значит, он был не ваш человек. Значит, Вселенная готовит для вас более хорошего человека, более достойного, более такого, который вам счастье подарит. Вы потеряли часть тела, значит, взамен на эту часть вам дадут очень много иного. Я видела человека, который вел очень неправильный образ жизни. В конце концов, это привело его к тому, что он сел на инвалидное кресло, то есть потерял ноги. И вот после этого он обдумал всю свою жизнь. Он женился, у него появились друзья, он начал жить, он столько всего сделал. И когда ему сказали, вот ты хотел бы вернуть все обратно и ходить на своих двух ногах, он говорит, вы знаете, вы не поверите мне, но я не хочу вернуться обратно. Я сейчас понял, что судьба меня посадила на кресло, связала и просто спасла мне жизнь. То есть не дав возможность ходить, шевелиться, когда он понял, что его друзья были рядом только потому, что у него были деньги, когда он понял, что его развратная жизнь по клубам и так далее приводила его к наркотикам и к смерти, и когда он был прикован, и все от него отвернулись, и остались только те настоящие, когда он встретил свою любовь, он по-настоящему стал счастливым. У него забрали ноги, но ему дали счастье. Он в душе счастливым, полноценным человеком стал. Он ощутил этот мир, он понял, что живет только сейчас. А не тогда, когда он был с двумя ногами, но у него была пустая жизнь. Понимаете, ничего в этой жизни случайно не бывает. Даже самые страшные катастрофы даются человеку во спасение его. Вот как бы это вам смешно ни звучало, это так. Ищите в этой жизни во всем, в самых страшных вещах ищите плюс. И этот плюс есть и будет, и найдете. У вас будет стимул жить. Живите не так, чтобы все от вас шарахались, живите так, чтобы к вам шли, чтобы вас любили. Вот это слово «будь попроще» мне не нравится. Попроще не нужно быть попроще. Если ты попроще будешь, то каждое дерьмо к тебе потянется. Ты не обязана каждое дерьмо потянуть к себе и любить. Будь таким, какой ты есть, но будь человеком. Пускай от тебя люди получают тепло, желание жить. Не будь чрезмерно сладким. Тебя съедят. Не будь чрезмерно горьким, от тебя отвернутся. Будь умеренным во всем. Будь кнутом и пряником, кого надо наказывай, кого надо поощряй, кого надо люби. Никогда не нужно вычеркивать из жизни деньги, имущество. Это глупо. Вы знаете, есть кавказская поговорка, когда нищета входит в двери, любовь прыгает в окно. Когда тебе нечем лечить своего ребенка, свою мать, так какая любовь остается в семье? Никакой. Поэтому стремись иметь достаток. Стремись иметь достаток, это нормально, это правильно. Ты оставишь своим детям наследство, ты покажешь им, как надо жить. Чрезмерное желание денег неправильно, потому что ты начинаешь служить деньгам. Пусть деньги тебе служат. Расслабь свой мозг, Вселенная тебе всегда даст. Для Вселенной нет никаких проблем. 100 рублей тебе дать или 100 тысяч. Просто захоти, попроси, оно даст. И делай для этого что-нибудь. Шевелись, ищи работу, ищи другую. Она не нравится, поменяй. Не надо бояться ничего. Вперед иди, никуда не пропадешь. А напоследок я хочу вам рассказать такую притчу. Это даже не притча, это факт. Это факт из жизни орла. И когда я вам расскажу о мужественности вот этой птицы, вы поймете, почему его называют королем всех птиц, и почему сильных людей на Кавказе называют орлами. Потому что только орел, наверное, способен
через нечеловеческие муки обновиться и жить дальше. Когда орлу исполняется 40 лет, его клюв становится очень тяжелым. Он не может хватать добычу. Он не может уже даже есть, потому что он становится слишком толстым, слишком тяжелым. Его когти начинают путаться, его когти начинают из-за длины скрючиваться, сворачиваться. Его перья начинают становиться тяжелыми, он не может уже летать свободно, он не может подняться, он парить не может долго. И у орла выбор. Либо умереть от голодной смерти, или от того, что соперники его склюют, потому что он тяжелый стал, непригодный. Либо обновиться и жить дальше. Известно, что орлы могут жить до 100 лет. До 120 иногда жили. Может, и сейчас есть в этих горных районах. Так вот, орел делает свой выбор. Он прилетает к скалам, начинает биться об скалы клювом. Представляете эту боль? Он 3-4 дня бьется об скалы клювом, пока клюв не оторвется и не слезет. Потом он голодный ждет почти месяц, пока клюв начинает чуть-чуть обрастать. В течение полугода клюв полностью уже обрастает. И орел питается чем может, как может. Когда клюв уже обновленный, он своим обновленным клювом начинает отрывать свои когти. Еще полгода он ждет, пока когти обновятся. После того, как когти обновились, он начинает ими выдергивать себе перья. Он практически все перья себе выдергивает, все большие перья, практически лысый, прячется за камнями. И вот так он ждет еще полгода. И после того он обновленный выходит в мир и живет еще 40-50 лет. Вот нам иногда, как орлу, нужно обновиться через боль, переступая через себя. Вы поймите, что в этой жизни ничего не бывает через просто так. Если вам больно, как сказал Майкл Дуглас, если вам больно, значит, у вас перемены начались. Потому что все через боль приходит. Обновляйте себя, как орлы. Вы живете, дорогие друзья, один раз в этом мире. Не верьте в сказки, в то, что вы еще придете сюда. Вы не придете больше сюда. Там много миллиардов душ, которые ждут своей очереди родиться здесь. Вы сюда не придете, не явитесь. У вас одна жизнь. Так живите так, как вам хочется. Не просто тащите существование, живите, как вам хочется. У вас неограниченные способности мозга. Просто лень останавливает человека. Человек всегда прикрывается за высокими лозунгами. Мне это не нужно, мне этого достаточно, я большего не хочу. Вы можете в любом возрасте выучить иностранные языки. Вы можете в любом возрасте выучить новую профессию. Вы можете обновить свою жизнь. Не живите по стандартам. Не живите чужими мозгами. Если бы я слушала чужих, я бы никогда в жизни нигде бы не появлялась, меня вообще никто бы не знал. Потому что любой трусливый человек вам будет говорить: ой, это так трудно, это невозможно. А вы знаете самую такую мудрую поговорку? Если тебе говорят, что это не твое, значит, это именно твое и есть. Обновляйте себя время от времени, как орлы. Через боль, через трудности. И идите вперед. И вот пусть пример вот этой храброй птицы станет для вас, наверное, путеводителем по жизни. Если у вас начинается болючий период, значит, у вас период орла, обновление орла. Кстати, в горах именно так и говорят. Орлиное обновление у человека. То есть болезненный период, переживя который, он становится на этап выше. Он обновляется, и уже дальше он, пройдя это испытание, проживет лучше. Обновляйтесь, как орлы. Если уж эта храбрая птица может так сделать, почему человек не способен, которому дано намного-намного больше? Всем вам удачи и силы духа.